самые яркие воспоминания, это как надевала меня мама в детстве в шубу. Это была такая леопардовая шуба, мутоновая, она была очень тяжелая. Вот. У меня был такой ремень на резинке, который перетягивал мне вообще все, что можно было. Это была большая шапка, естественно, тоже на резинке, которая, чтобы никуда не задувала. Еще одна шапка под низом, которая была вот такой вот формы, чтобы не замерз лоб. И, естественно, это еще все закутывалось вот в такую шаль. Тебя садили в сани и везли в садик. Вот, это мое самое интересное такое воспоминание. Было самое вкусное мороженое в Норильске. Вообще, я ни разу в жизни больше не ела после того, как оттуда уехала. Я нашла раненого то ли голчонка, то ли грачонка, и вообще всех животных всегда таскала домой. Была очень такой жалостливой девушкой. Таскала домой, нашла какого-то грачонка и принесла, выкормила, крылышко подлечила. Потом он жил в клетке на балконе. А потом однажды мама сказала, что прилетел какой-то грачонок и забрал его с собой. Но я думаю, что она меня обманула, и он на самом деле не выжил. Значит, 31 декабря, на улице зима, нам пришло письмо, что, мол, Дед Мороз оставил нам подарок на почте. Я, мой родной брат, двоюродный, моя тетя, их собака большая, овчарка, и мы всей вот такой дружной компанией младшего братишку повезли на санях, ну и, собственно, потом на эти сани поставили большую коробку с подарком, пошли на почту. Нам выдали большую коробку, ну вот прям большую коробку, такую картонную, и там вот прям, ну что-то там, почта Деда Мороза, что-то такое было. Когда мы приехали домой, нам, естественно, не терпелось ее открыть. Мы открыли эту коробку, и она вот наполовину ровно, она была заполнена разными конфетами. А остальная половина, в ней лежали, ну, вот как бы игрушки, те, которые вот мы хотели видеть. У меня там лежала эта Барби, там, с какими-то невообразимыми нарядами. У брата там что-то трансформеры, машинки какие-то. И это был такой неописуемый восторг. И вот, ну, я не знаю, вот, больше у меня такого, мне кажется, не было. Мои первые детские воспоминания слегка любовные, слегка магазинные. Мне было 5 лет, мою первую любовь звали Денис. Мама попросила купить огурцов, мы пошли в магазин и на все деньги купили сладких булочек. Я до сих пор не помню, почему мы купили сладких булочек. Второй раз мама попросила купить яиц, и это была зима, мы купили яиц, но по пути нам попалась горка. А на чем кайфовее всего кататься с горки, если у тебя нет санок-ледяных? Конечно, это пакет. В общем, я домой принесла практически готовый омлет. Надо было только достать скорлупки и, в общем, добавить соли и молока. Ну и, наконец, апофеозом нашей любви было то, что мы забрались на крышу нашей 9-этажки. Страшно сказать, но мы кидали оттуда листы железа. Мама узнала, что это мы. Взлетела, забыла, что есть лифт, взлетела наверх. Как-то выманила меня оттуда. Дома меня ждал ремень. Все было классно, я потом долго не могла сидеть. Я очень долго верила в Деда Мороза и пыталась, чтобы, сделать так, чтобы в это верили как можно дольше мои одноклассники. И спор со слезами, с доказательством того, что он все-таки существует, произошел в 5 классе. И тогда учительница даже стала на мою сторону, и мы убедили всех, что Дед Мороз существует. А утром для меня самым ярким воспоминанием любого 31 января, даже сейчас, является то, что нужно бежать под елку рано-рано утром. Накануне мы поставили туда валенки. И вот это ощущение, когда запускаешь руку в валенки, валенок колючий, а там холодный мандарин. Всегда праздник и любой там, день рождения, Новый год, всегда очень много сдобы. И самый козырный торт, графские развалины, это безе. И как она взбивала это безе, и я облизывала потом вот эти венчики, и ложкой туда залазила в эту сладость.
И потом, как он выглядел, сам этот красивый торт, такой большой, как пирамида, и мы его с удовольствием лопали. Помню, как средняя сестра учила меня кататься на коньках, причем она делала это, мы делали это дома на линолеуме. Вот, конечно, родители были удивлены отметинам от коньков на линолеуме. Помню в детском саду, как мы дружили в основном с мальчишками, ходили друг к другу в гости после садика, смотреть, какие у кого там хомячки или кошки. Такое воспоминание. Где-то дня 2 оставалось до дня рождения. Я полез в мамин шкаф, нашел уже все-таки эти кроссовки. Увидел, одел, померил. Потом поставил на место. И за 2 дня, получается, я настолько снился с мыслью, что у меня уже эти кроссовки будут, что как таковой радости, наверное, в день рождения не испытал. И мама ходила, все задавала вопрос, почему ты не радуешься новым кроссовкам? Почему ты не радуешься этим кроссовкам? Да потому что я их уже посмотрел, я уже испытал. Однажды я захотела велосипед. Такой, понравился мне в магазине, зеленый. И сестра сказала мне, что чтобы исполнилось твое желание, нужно сосчитать машины цвета тогда, когда у тебя день рождения. У меня день рождения летом, цвет зеленый. Вот. И нужно было сосчитать, пока мы ездили по дорогам, там, гуляли на улицах и так далее, сосчитать 1000 зеленых машин. Вот. И когда, если бы я насчитала 1000, у меня мое желание исполнилось бы. И вот я с такими удивленными глазами везде выглядывала эти машины в окна и считала. И что удивительно, когда я досчитала до 1000, родители мне купили велосипед. Вот такое волшебное у меня получилось в детстве приключение. Я у дедушки, дедушка жил недалеко от нас, и мы нередко у него ночевали. Я просыпаюсь, и мне кажется, что я слепла, потому что у него настолько плотно задергивались шторы, при этом у него дом находился вроде бы центр города, но при этом находится в таком очень тихом, темном, затененном месте. Там до сих пор, сейчас постучу по дереву, тьфу-тьфу-тьфу, не вырубили и не кронировали деревья, и слава богу, чтобы вообще забыли, что там есть деревья. И там все время был полумрак. И вот я просыпаюсь в этой комнате, где и так полумрак даже днем, и при этом задернуто плотно шторы, и вот это ощущение действительно слепоты, поскольку не видишь ничего ровно. Все мои яркие воспоминания из детства связаны с дачей, как я проводила их со своей старшей сестрой и с родителями. Но самое яркое воспоминание – это когда мы запекали картошку в печке. И был дождь, прятались от дождя, было прохладно, а потом дождь закончился, мы вышли, было тепло. А еще, как помню, что с мамой разговаривали и смеялись, было хорошо. Хочется вернуться обратно в эти мгновения. Самое раннее из того, что я помню из детства, это тот момент, когда мы с папой забирали маму и мою младшую сестренку из роддома. Мы приехали на машине, были сумерки, ноябрь. И я вот помню отчетливо, что папа вдруг сказал, что он забыл для мамы ботинки теплые, а у мамы были только тапочки больничные. Он очень расстроился, даже хотел вернуться назад, но все-таки решил не возвращаться. И вот мы стояли в сумерках, нам нельзя было войти к маме в палату или там ждать в приемном покое. Мы ждали маму сначала снаружи, и мама нам, я помню, как мама нам махала в окошко из-за шторок беленьких и показывала Настю, сестренку. И потом, когда мама уже собралась, она нам сказала зайти в приемный покой, мы туда зашли, и вот я помню, что стояла уже одетая мама, завернутая в одеяло моя сестра. Это было так морозно уже, ноябрь. И я помню, как мама ее вертикально так вот мне показывает, а у нее закрыты глаза. И я говорю: мама, почему она глазки не открывает? Куколка же должна глазки открывать. И мама говорит: Настя не кукла, Настя ребенок, и она спит. Но я все равно долго никак не могла понять, как же так, почему она не открывает глаза, когда ее ставят вертикально. Ну вот.